Резкий разворот. Европейцам поставлен ультиматум. США выступили с обращением. В Вашингтоне признают победу Путина. В чем детали? Решение принято окончательное и бесповоротное. Украина отправляет своих военных в Польшу. При этом в Варшаве заявляют о росте пророссийских и антиукраинских настроений. Немцы боятся нападения армии РФ на НАТО и не готовы брать в руки оружие. Детали нового опроса из Германии. Данные впечатляют. Анна-Лена Бербак, возглавившая Генассамблею ООН, ушла от ответа о встрече Путина и Зеленского. Почему и что сказала о мире в Украине? Детали. Линия фронта меняется. Купянск вновь под пристальным вниманием. Американские аналитики пишут об операции «Труба». Что заинтересовало в тактике РФ? Россия превращается в империю беспилотников, в Узбекистан возвращают граждан страны из-за рубежа, а Нетаньяху молится с госсекретарем США после удара по Катару. Каков дальнейший план Вашингтона и Иерусалима, а также закрытое заседание? В эти часы решается дальнейший ход войны. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Поляки против украинцев. Градус повышается. Это признает правительство. В Польше изменилось отношение к Украине в худшую сторону. О росте антиукраинских настроений в стране предупреждает польский премьер Туск. На своей странице X он также заявил, что сейчас нарастает волна пророссийских настроений. Нарастает волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, создаваемая Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций. Задача политиков – остановить эту волну, а не плыть по ней. Это испытание на патриотизм и зрелость всей польской политической элиты. Несмотря на это, Польша не прекращает военное сотрудничество с Украиной, и, наконец, Варшава и Киев определились. После истории с налетом дронов на Польшу Украина отправляет своих военных в Польшу. Украинцы будут учить поляков, как оперативно и эффективно бороться с БПЛА. По словам главы МИД Польши Сикорского, антидронный курс для польских военных будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, а не в Украине, как заявлялось ранее. У украинцев лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, и у них гораздо больший и свежий опыт противостояния российской армии. Западной общественности и правительствам необходимо срочно осознать, что именно украинцы будут обучать нас, как противостоять России, а не наоборот. В Польше ждут не только украинцев. Президент Навроцкий дал зеленый свет и подписал резолюцию о согласии на пребывание войск НАТО на территории Польши. Информацию подтвердили в Бюро нацбезопасности страны. Распоряжение президента носит засекреченный характер. Отмечу, что это необходимая процедура для размещения иностранных войск, несмотря на то, что Польша является членом НАТО. Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал распоряжение о выражении согласия на пребывание на территории Республики Польша подразделения вооруженных сил иностранных государств, сторон Организации Североатлантического договора, в качестве усиления Польши в рамках операции «Истерн Сентри». Немцы боятся, что Россия нападет на НАТО и им придется воевать. В Германии все больше граждан опасаются, что Кремль сможет атаковать одну из прифронтовых стран НАТО, например, Польшу или Литву. 62% немцев верят в такой сценарий. Об этом свидетельствует соцопрос компании Инса по заказу Бильд. И лишь 28% респондентов верят, что Россия не осмелится на конфронтацию с Альянсом. 49% немцев считают, что поставки газа и нефти из России в ЕС должны быть немедленно прекращены. 51% опрошенных также поддерживают использование замороженных российских активов в ЕС для поддержки Украины. Месяц назад в Германии проводили еще один опрос. По его результатам оказалось, что более половины граждан Германии, почти 60%, не стали бы защищать страну с оружием в руках, если бы на нее напали. При этом большинство немецких пенсионеров высказались за обязательную воинскую повинность, а молодежь при этом против обязательного призыва в армию. Напомню, что в России при этом уже неоднократно реагировали на информацию немецкой разведки и заявляли, что российские войска не собираются двигаться на страны НАТО. Друзья, что думаете об этих данных? Знаю, что среди моих зрителей есть те, кто проживает в Германии. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какие настроения в стране. Боятся ли немцы войны с Россией и действительно ли не готовы брать в руки оружие? Если не сложно, как всегда, прошу поддержать меня лайком, а также подпиской на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Благодаря этому в YouTube у вас уже завтра высветится уведомление о том, что вышло новое видео на моем канале. А я продолжаю.
Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии, а с недавнего времени председатель Генассамблеи ООН, не стала отвечать на вопрос, как она оценивает попытки усадить Путина и Зеленского за один стол переговоров. В интервью изданию Bild она заявила, что сейчас выражать личное мнение ей не положено, а позиция Генассамблеи ООН, которую она представляет, говорит о том, что нужен справедливый мир, который может быть только на основе устава ООН. Это была цитата. При этом она ответила на вопрос, могут ли в Украине появиться миротворческие силы ООН, миссия голубых касок. Такие миссии нужны как никогда. И не только применительно к Европе. Если будет мирный договор, он должен быть максимально защищен. И если большинство стран-членов решит, что нужны голубые каски, это может помочь обеспечить прочный мир. Но в первую очередь должны состояться сами мирные переговоры. Напомню, что во время своего последнего визита в Киев в качестве главы МИД Германии Бербок обратилась к Путину и требовала от Кремля прекращения огня без предварительных условий. По ее словам, стратегия Москвы – это не мир, а новые разрушения. Такое заявление прозвучало в апреле этого года. Резкий разворот США и ультиматум Европе. Автор законопроекта об антироссийских санкциях Линдси Грэм сделал внезапное заявление. На вопрос журналистов, пришло ли время президенту Трампу напрямую наказать Путина, он ответил «нет». Далее цитата. «Пришло время Европе поддержать президента Трампа и наказать клиентов Путина». Конец цитаты. Грэм говорит, что Путин уже под санкциями. Теперь же настало время для удара по Китаю и Индии, и его подход необходимо поддержать Европе. Линдси Грэм также открыто и впервые намекает на то, что Путин победил в войне санкционной. Далее прямая речь. Сенатор, вы внесли этот законопроект о санкциях против России 6 месяцев назад. У вас 85 сторонников. Почему ультиматум Европе, а не Путину? Потому что Путину санкции безразличны. Никакие санкции не сработали. Он их обходит. Он живет хорошо. Почему не продвигаете этот закон прямо сейчас? Но вы собираетесь продвигать ваш закон. Да, абсолютно. Позвольте пояснить. Законопроект направлен не против Путина, а против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые покупают его дешевую нефть и газ и тем самым дают ему деньги на ведение войны. Европейцы пока неохотно идут по этому пути. Индии, например, уже введен 25% тариф. Издание «Политика» при этом пишет, что ястребы республиканской партии по России разработали новый план, чтобы перехитрить изоляционистов. Опять же, Линдси Грэм хочет привязать санкции против России к предстоящему законопроекту о финансировании федерального правительства США. Суть в том, чтобы привязать законопроект к Временному закону о финансировании правительства, чтобы лидеры республиканцев в Конгрессе могли преодолеть сопротивление изоляционистов своей партии, надавить на демократов-ястребов по России, которые неохотно поддерживают резолюцию о временном финансировании, и провести крупный внешнеполитический законопроект, не вызывая гнева Трампа. Грэм уже успел прокомментировать эту статью и на вопрос, это его новый план или нет, ответил, далее цитата, «Я оставлю это на усмотрение руководства». Конец цитаты. В то же время спикер Палаты представителей США заявил, что санкции против России уже назрели. Слушайте, я считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и санкции против России давно назрели. В Конгрессе есть большой аппетит к этому. Мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в Сенате и Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично хочу этого. Ждете ли вы зеленого света от президента, или Конгресс может действовать самостоятельно? Конгресс не может сделать это самостоятельно, потому что президенту нужно подписать закон. Это должно быть партнерством, но мы доверяем главнокомандующему. Президент – сильный и решительный лидер на мировой арене. Несмотря на все эти заявления и планы, Европа, вероятно, отвергнет план американского президента и не выполнит последнее требование Трампа, а именно введение тарифов от 50 до 100% для Китая и сокращение покупок российской нефти. Об этом пишет западная пресса. Это условие почти наверняка не будет выполнено, что Трамп и его советники понимают. Крупнейшие европейские покупатели российской нефти – это две страны с авторитарными лидерами, которых Трамп уважает, Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул.
Купянск и продвижение россиян на этом участке фронта – одна из обсуждаемых тем как в Украине, так и России. Украинцы заявляют, что российские военные пытаются накапливать свои силы на северных окраинах города. Это признают и в ВСУ, и аналитики мониторингового канала Deep State, которые ежедневно показывают, как меняется ситуация по всей линии фронта. Сейчас вы можете видеть, как войска РФ продвинулись в Купянске за последние дни. О продвижении сообщают и с российской стороны. Кроме того, сейчас также обсуждают кадры, опубликованные 10-м армейским корпусом ВСУ, о том, что происходит в городе. Накануне в сети также появились кадры, снятые, как утверждается, в одной из труб Купянска, по которой могли проходить россияне. Теперь в ней колючая проволока. Z-блогеры на это отреагировали так. А ты, Иван, дурак. Не такой уж и Иван. Украинцы обмотали одну из канализационных труб в Купянске колючей проволокой. Ловко. Отмечу, что верифицировать место съемки этого видео непросто, однако внимание к операции «Труба 3.0» проявили уже и американцы. Аналитики Американского института изучения войны пишут, что операция «Труба» — это тактическая импровизация и адаптация российских подразделений к новым условиям войны, где во многом решают беспилотники. Российские войска недавно попытались продвинуться в тыл украинских позиций под Купянском через подземный газопровод. Это уже третий случай использования такой тактики за время войны. Повторяющееся применение этого приема указывает на то, что российские силы улучшают способность распространять тактические уроки между разными участками фронта. Россия превращается в империю беспилотников. Об этом говорится в статье издания New York Times. Путин дает сигнал. БПЛА сейчас приоритет для РФ, уточняют авторы материала, вспоминая, что на недавнем экономическом форуме во Владивостоке почти каждый регион России представил собственные разработки дронов. В производство вовлекают студентов и иностранных рабочих. По данным издания, Москва активно использует помощь Ирана и Китая для получения технологий и комплектующих. И во многом такая тактика ударила по разработкам Украины. Рост поставок в сочетании с новыми технологиями и тактикой стал колоссальным вызовом для Украины, которая имела преимущество в дроновой войне в начале полномасштабного вторжения, но которое Москва сумела нивелировать. Аналитики считают, что Россия может выпускать около 30 тысяч шахеда Герани в год. Некоторые считают, что к 2026 году объемы могут удвоиться. New York Times отмечает, Россия изменила тактику использования дронов. Теперь они запускаются стаями или волнами, направляются по запутанным маршрутам, чтобы отвлечь внимание от реальных целей. Выросло и количество БПЛА-пустышек. Вместо открытых полей, где работают украинские расчеты ПВО, дроны летят над реками и лесами, а войдя в города, становятся сложной мишенью из-за высотных зданий и риска для мирных жителей, говорится в материале. В Украине при этом говорят, что сейчас собираются ухудшать работу мобильного интернета во время атак БПЛА на отдельных территориях Украины. Подобной тактикой пользуется Россия, когда идет атака украинскими дронами. Кроме того, в Киеве объяснили, почему сейчас Украина бьет по НПЗ России. Почему именно НПЗ? Для дальних атак вполне возможен сценарий, когда из 20 беспилотных летательных аппаратов долетят, например, 2. Эти 2 летательных аппарата зарядом в десятки килограммов не способны нанести серьезный ущерб укрепленным военным объектам или предприятиям, расположенным, например, под землей. Но на НПЗ есть крупные и важные элементы на поверхности, которые невозможно перенести или закрыть. Они являются частью технологического процесса и легко воспламеняются. Экстренное закрытое заседание, которое может изменить расстановку сил на Ближнем Востоке, проходит в Дохе. Поводом стал удар Израиля по столице Катара. Чрезвычайный саммит, объединяющий членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, начался в воскресенье с собрания министров иностранных дел. В понедельник к саммиту присоединятся лидеры арабского мира. Проект резолюции, который будет рассматриваться главами государств, осуждает нападение Израиля как дестабилизирующую эскалацию и заявляет, что государства выступают против планов Израиля навязать новую реальность в регионе. Однако в документе, с которым ознакомилось агентство Рейтер, пока что не упоминается о каких-либо дипломатических или экономических мерах против Израиля. При этом в кулуарах заседания говорят о создании совместного центра действий против Израиля. Премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани, встретившийся с Трампом в Нью-Йорке в пятницу, заявил, что Катар добивается коллективного ответа на атаку, которая поставила под угрозу весь регион. Долгое время Катар выполнял роль посредника, стараясь положить конец войне Израиля против Газы и добиться регионального единства. На встречах в воскресенье и понедельник он намерен использовать пропалестинские настроения и протест против атак Израиля, которые выражаются по всему региону.
Катар не потерпит никакого нарушения своего суверенитета или угрозы национальной безопасности, заявил во время заседания премьер-министр. Любая угроза, сказал он, будет отражаться всеми средствами, гарантированными международным правом. Послание этого саммита, которое должно прозвучать громко и ясно, это солидарность с Катаром со стороны арабского и исламского мира против агрессии оккупационного государства Израиль, агрессии, сочетающей трусость, предательство и глупость. Тем временем Биньямин Нетаньяху, по приказу которого Цахал атаковал Доху, помолился вместе с госсекретарем США Рубио у Стены Плача в Иерусалиме. К слову, представитель Белого дома прилетел в Израиль, чтобы обсудить с Нетаньяху последствия авиаудара по Катару. При этом Рубио уверяют, отношения Вашингтона с Иерусалимом не пострадают, но он обсудит с израильтянами, как этот удар повлияет на стремление Трампа обеспечить возвращение всех заложников, которых удерживает Хамас, устранение боевиков и завершение войны в Газе. Узбекистан возвращает соотечественников из-за границы. На родину вернулись более 1200 узбекистанцев, сообщает МИД страны. Это преимущественно трудовые мигранты, которые оказались в центрах депортации за рубежом без денег и юридической поддержки. Поездка домой проходила в рамках гуманитарной акции возвращения на родину. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что граждане Узбекистана находятся под защитой государства, независимо от того, где они находятся в мире. Что ж, на этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.